В последние пару дней СМИ забиты новостными заголовками касательно долгожданной сделки Ирана и США, которая должна поставить точку в этой войне, что наконец-то приведет к открытию Ормузского пролива и продолжению падения нефти до военных уровней. Так что это получается? Инфляция больше не вырастет, биткоин по 50 тысяч отменяется, ФРС снизит ставку осенью, и уже в этом году нас ждет новый альтсезон или нет? Если бы это были хорошие новости, их бы уже слили. Мы бы все уже об этом знали. Дональд Трамп остался бы, чтобы подписать и раздать ручки. Тот факт, что он уезжает из города, не сулит ничего хорошего. Любой, у кого есть хоть капля политического чутья, знает, что политики и камеры идут рука об руку, верно? Так что если бы это было что-то хорошее и имело бы мировое значение, Дональд Трамп был бы там. Я думаю, что к этому стоит относиться очень скептически. Я не доверяю иранцам. Да, друзья, сейчас происходит то, о чем мы с вами уже неоднократно говорили в прошлых видео. Трамп через СМИ продает эту сделку как победу века, хотя по факту она еще не подписана, и сами пункты сделки тоже сомнительные. Вопрос ядерной программы так и остается открытым. Уран никто не отдает, и трафик через Ормуз по-прежнему никакой. Конечно, я понимаю, что подписание самой сделки должно быть 19 числа, в пятницу. Но учитывая, как сорвались десятки предыдущих, о которых говорил Трамп, вероятность того, что все могут завернуть в последний момент, по-прежнему исключать точно не стоит. Плюс к этому вчера ЦБ Японии впервые за 31 год поднял ставку до 1%. Исторически каждое повышение дампило биткоин на 25-30%. А еще сегодня, буквально через несколько часов, нас ждет первая пресс-конференция Ворша, где мы наконец-то узнаем его настрой по поводу денежно-кредитной политики на вторую половину этого года. Именно это все мы сегодня и разберем. Я озвучу свое мнение касательно предстоящей сделки и почему Израиль может все испортить, приведет ли повышение ставок ЦБ Японии к еще одному проливу на 20% и чего стоит ждать от сегодняшнего выступления Ворша. И как всегда подкреплю это своими торговыми идеями, потому что сейчас я готовлюсь перейти с локальных лонгов уже в шорты текущего сопротивления. Я разберу ключевые уровни, точки входа и как с помощью опционов можно вытащить максимум даже на небольших движениях биткоина. Друзья, рассчитываю на вашу поддержку в виде лайка. Обязательно ставьте лайк и пишите комментарий. Бонус $10 забирает этот зритель, а мы начинаем. Итак, друзья, поскольку биткоин протестировал зону 67 тысяч, я постепенно начинаю выходить из лонгов, которые набирал на локальном дне в 60 тысяч. Кстати, об этом еще 2 недели назад я писал у себя в телеграм-канале. 5 числа перед падением на 60 тысяч я выложил большой пост и написал, что буду делать во время этого пролива. И главная идея заключалась именно в накоплении лонгов в области 60 тысяч и фиксации в диапазоне 65-68 тысяч. Поэтому, друзья, кто еще не подписан, подписывайтесь, чтобы в будущем не пропускать подобную информацию. Ведь как только я буду заходить в шорты, вы это узнаете именно в Telegram, с четкими ценами и диапазонами, если что, ссылка в описании. Ну а сама причина этого разворота, конечно же, связана с потенциальной сделкой по Ирану. Все условия сделки я перечислять не буду, а озвучу только ключевые. По факту США дают Ирану официальное право на мирный атом, то есть обогащение до 36%, и размораживают $20 миллиардов в обмен на обещание не делать бомбу и утихомирить хуситов. Главный подвох в том, что центрифуги не демонтируют. Санкции за ракеты остаются, а через 5 лет все ограничения спадают. Именно это Израиль считает смертным приговором и легализацией иранской бомбы с отложенным таймером, из-за чего сделка, скорее всего, будет сорвана военной силой еще до того, как Иран получит деньги. То есть США получают открытие Ормуза, снижение нефтяного шока и 60 дней на ядерные переговоры. Иран получает прекращение войны, снятие блокады, шанс вернуть нефтяной экспорт, доступ к замороженным деньгам и потенциальный пакет восстановления. Но самая слабая часть — ядерные условия, Израиль и вопрос, кто первым выполнит обязательства. США снимают давление или Иран делает уступки. И тут я хочу подметить несколько ключевых тейков. Тейк первый. Заморозка в обмен на воздух. США по факту дают Ирану то, чего он добивался годами. Признание права на мирное обогащение урана до уровня 3,67% и статус ядерного государства де-факто. В обмен Тегеран обещает не идти выше этого порога и допустить экспертов МАГАТЭ. Но суть в другом. Иран не демонтирует уже созданную инфраструктуру, а США не получают полного контроля. Эта формула согласились не соглашаться. Тейк второй – это нефть. Трампу нужно сбить цены на нефть и убрать риск большой войны перед выборами в Конгресс в ноябре. Сделка открывает путь для возврата минимум 1,5 миллиона иранских баррелей на рынок. По сути, Вашингтон меняет слабые гарантии нераспространения на дешевый бензин и красивую картинку для внутренней повестки, чтобы Трамп сказал «я остановил войну». Тейк третий. В сделку негласно добавили Йемен и Ливан. Иран обещает снизить активность хуситов и сдерживать Хизбаллу, а США закрывают глаза на ракетную программу. Но именно это делает сделку ненадежной.
Ядерный вопрос замораживают, а региональное влияние Ирана остается почти нетронутым. Кто же в плюсе? В первую очередь Тегеран. Он получает разморозку примерно 20-25 миллиардов долларов, частичное снятие санкций и паузу для экономики. При этом ядерная инфраструктура остается на месте. Для аятолл это идеальная пауза. Взять деньги, укрепить влияние и остаться в шаге от бомбы. Но в краткосрочном плюсе США. Трамп получает сделку века, снижает риск прямой войны и давит нефть вниз. Но в минусе арабские монархии. Саудовская Аравия и ОАЭ. Они видят, что США не свернули ядерную программу Ирана, а просто поставили ее на таймер. И главный нюанс – Израиль. Для Нетаньяху эта сделка не решает иранскую угрозу, а легализует ее под международной крышей. Иран сохраняет центрифуги, влияние в Ливане, хуситов в Красном море и получает деньги. Поэтому Израиль уже дает понять, он не фигурирует в этих бумагах, а значит никакой защиты еврейского народа нет, и Ближний Восток по-прежнему остается точкой напряжения, где Израиль будет делать все, лишь бы не дать Ирану сделать ядерное оружие. И если на первый взгляд может показаться, что Иран перешел на сторону дипломатии, то это не так. Страной правят религиозные фанатики, которые никогда не забудут убийство верховного лидера, и напряжение в этом регионе останется на годы. Но все же я думаю, что 19 июня бумагу подпишут. Трампу нужен перформанс. Камеры, рукопожатия, заголовки, но реализовать сделку полностью будет почти невозможно. Либо Израиль ударит по иранской инфраструктуре, либо через несколько месяцев МАГАТЭ найдет новое нарушение, и механизм развалится сам. Но больше даже похоже, что перемирие в один день будет сорвано, как это было много раз до этого. А насчет 300 миллиардов долларов Трамп сказал следующее. Это честная сделка, это хорошая сделка. Мы не вкладываем никаких денег в Иран, кстати говоря. Вчера поползли такие слухи, это было просто нелепо. У нас есть право когда-нибудь вмешаться и сделать, если я захочу что-то сделать, или кто-то захочет что-то сделать, мы не вкладываем никаких денег. У нас нет никаких обязательств вкладывать какие-либо деньги в Иран. Да, в локальных рамках все это позитив для рынков, ведь нефть падает, но в долгосрочной перспективе где-то точно может пойти большая трещина, и рынки нефти тоже все пересмотрят. Но также рынки внимательно готовятся к сегодняшнему выступлению Кевина Ворша. И тут получается очень интересная ситуация. По факту, если сделка будет подписана, нефть будет падать, значит давление на инфляцию снизится, и соответственно высокие ставки уже не нужны. Конечно, это логичный сценарий, но Ворш, конечно же, не будет двигать его в открытую. Как я разбирал в прошлом видео, сегодня Ворш просто озвучит все проблемы и скажет, что ставки должны оставаться высокими дольше, но намекать на повышение не будет. Ему нужно плавно показать рынкам, что он не пришел сюда душить экономику, но при этом и не играть в открытую, как марионетка Трампа. И поэтому мои ожидания прежние. На открытии фондовый рынок получит небольшое снижение, в том числе из-за переваривания новостей со сделкой, а после, когда все поймут, что со ставками хуже быть не может, даже учитывая, что инфляция может подняться выше уровня 4,2% в следующем месяце, мы сможем увидеть локальный разворот. Идентичный сценарий будет наблюдаться и на крипторынке. Локальная просадка и скачок вверх. В принципе, это базовый сценарий, от которого пока я отталкиваюсь. И если говорить о том, как использовать встречу Форекс, чтобы на этом заработать, присоединяйтесь к нашей подписке Coin22 Pro. У нас уже открыты позиции, мы ждем движения. Например, когда в понедельник начала падать нефть, мы уже давно сидели в лонгах по биткоину и зафиксировали плюс на пробой уровня 65 тысяч. Для понимания того, как именно работает трейдинг, у нас есть отдельное подразделение трейд. Также мы работаем с опционами через Option, а в System комбинируем мировые активы, чтобы зарабатывать независимо от общего тренда. Также сейчас мы продолжаем собирать индивидуальные спотовые портфели, ведь многие монеты в хороших диапазонах покупки. Обучение для новичков есть, сопровождение на каждом этапе работы есть и поддержка 24/7 также есть. Поэтому, друзья, пока рынок дает возможности зарабатывать, например, на росте биткоина, на падении нефти, на пампе SpaceX, этим нужно пользоваться. А как правильно, мы расскажем в Pro, поэтому пишите по ссылке в описании. Последним фундаментальным фактором я хочу добавить повышение ставки ЦБ Японии до 1%, рекордного уровня за 31 год. И еще банк сигнализировал о возможных перспективах ужесточения. Глядя на то, что было с биткоином после прошлых повышений, то рука так и тянется открывать шорт. Но есть нюанс. Решение ЦБ Японии было одной из главных рисков недели, но реакция рынка оказалась не медвежьей. Несмотря на то, что повышение ставки обычно давит на риск активы, ранее потери на азиатской сессии быстро выкупили. Биткоин развернулся примерно с уровня 65 600 выше уровня 66 тысяч, потому что рынок сфокусировался не на самой ставке, а на неожиданном сигнале от Банка Японии. Потому что банк по факту притормозил сворачивание покупок облигаций, зафиксировав месячный объем около 2 триллионов йен. Это сигнал рынку.
Регулятор не хочет резкого роста долгосрочных доходностей и готовит поддерживать финансовую систему, даже несмотря на повышение короткой ставки. И что особенно важно для крипты, иена не укрепилась, а наоборот она ослабла к доллару. То есть главного риска, которого я опасался в прошлый раз, не случилось. Быстрого разворота carry-трейда через резкое укрепление иены не произошло. То есть один важный риск для рынка снят, причем он снят положительным образом. И тут давайте сразу перейдем к биткоину, потому что хочу поделиться с вами своими идеями по текущему движению. Смотрите, до того как биткоин упал в район 60 тысяч, мой базовый сценарий был таким: в этой зоне накопить лонги и протянуть их в область фиксации 65-67 тысяч, чтобы уже в верхнем диапазоне начать искать точки для шортов. Уровень 67 тысяч мы по факту протестировали, но здесь есть важная проблема. Мои ожидания по росту к уровню 67 тысяч строились на том, что цена просто восстановится за счет локальных покупок. Но по факту движение было вызвано новостями по сделке США и Ирана, а это уже сильно повышает риск входа в шорт прямо в этой зоне. И вот важный апдейт, который меняет вводные. Биткоин уже не находится в диапазоне 63-64 тысячи. На новостях по сделке цена подскочила примерно до уровня 67 тысяч, то есть выросла примерно на 11%, от июньского дна около 59 тысяч. И теперь зона 69-70 тысяч это уже недалекая цель, а буквально 5% движения вверх. И здесь есть два нюанса, которые нужно учитывать перед входом. Первое. 69-70 тысяч – это не та зона, которую я бы хотел шортить агрессивно. Настоящая стена сопротивления находится выше, в районе 74-75 тысяч. Именно там находится сразу несколько факторов. Уровень 0.61 по Фибоначчи от последнего медвежьего импульса, нисходящая трендовая линия, 200 EMI, а также SMI в районе 75 тысяч. То есть 69-70 тысяч это скорее середина отскока под главной стеной. Шортить там значит заходить против движения, которое еще спокойно может дотянуться до 74-75 тысяч. И второе. У нас уже был похожий пример. 21 апреля на новостях о перемирии с Ираном биткоин сходил примерно 65 к 78 тысячам, то есть дал рост около 15-20%. Потом сделка развалилась и рынок отдал почти весь рост обратно. Что это значит сейчас? Текущая сделка это не прочный фундамент, а скорее 60-дневный меморандум, где ядерный вопрос Ирана до конца не решен. То есть это временная пауза, а не полноценное завершение конфликта. Поэтому идея собирать шорты в рамках нисходящего тренда остается логичной, но проблема в точке входа. Если зайти в голый шорт с плечом на 69-70 тысяч, рынок сначала может вынести цену к диапазону 74-75 тысяч или даже выше, а потом развернуться. В таком случае тезис может быть правильным, но позицию просто выбить раньше времени. Поэтому с учетом новых вводных я пересматриваю зону входа в шорт. Теперь для меня более интересный диапазон это 74-75 тысяч. И здесь появляется второй сценарий. Если мы ожидаем движения к этой зоне, логично рассмотреть не только будущий шорт, но и текущий лонг. То есть последовательность остается такой. Сначала отработка отскока вверх, а уже потом поиск разворота в шорт у сильного сопротивления. Но если сейчас причина идти в лонг, локально да. Биткоин удержал и вернул зону 65 тысяч, от июньского дна около 59 тысяч, рынок уже отскочил примерно на 11%, Банк Японии прошел без обвала, иена не укрепилась, притоки в спот и в ETF начали восстанавливаться. Также долгосрочные холдеры продолжают удерживать крупные объемы биткоина, а индекс страха остается в зоне экстремального страха, что может привести к локальному шорт-сквизу. И самое главное, сверху есть понятный магнит, это тот самый SMI Gap в районе 75 тысяч. Это как раз таки та зона, куда рынок может попробовать дотянуться перед следующим серьезным разворотом. Единственный скрытый риск в ближайшее время это выступление Ворша и реакция рынка на ФРС, поэтому входить агрессивно всем объемом здесь не нужно. И смотрите, как лучше всего собрать лонг. Стартовая позиция в районе 64-66 тысяч, а добор только в чистом пробое и удержании зоны 69-70 тысяч, потому что в этом случае открывается возможность движения к уровню 74-75 тысяч. Аннулирование идеи происходит на закрытии ниже уровня 65 тысяч, ведь это будет ослаблять лонговый сценарий. Жесткий стоп можно рассмотреть под уровнем 63 тысячи, более широкий структурный стоп под уровнем 59-60 тысяч. Но только это уже совсем другой риск-профиль. Наша цель по движению 74-75 тысяч и фиксация лесенкой в зоне 73-75 тысяч. Можно оставить небольшой раннер до 78 тысяч, потому что в прошлые разы биткоин доходил до этого уровня. Если смотреть по риску, то сделка выглядит нормально. Даже если лонг 66 тысяч, стоп под 63 это риск около 3 тысяч. Цель 74 тысячи, это потенциал около 8 тысяч. Получается примерно 2,7 к 1, а дальше это
идея идеально связывается с моим первым сценарием. Если рынок проходит зону 74-75 тысяч, и там появляются признаки отбоя, лонг закрывается, а уже оттуда можно искать шорт. То есть получается целая цепочка. Лонг на отскок, затем разворот в шорт. Плюс к этому, друзья, позицию можно захеджировать с помощью опциона. И не просто одного опциона, а небольшой связки, как, например, call spread. То есть купить call со страйком около уровня 67 тысяч и продать call со страйком 73-75 тысяч с экспирацией после 19 июня, например, на конец месяца. Здесь смысл простой. Максимальный убыток заранее ограничен уплаченной премией, и ликвидации нет. Даже если на ФРС будет резкий гэп или фитиль от красной свечи, вашу позицию не вынесет. Если более конкретно, то конструкция может быть такой. Купить call опцион 67 тысяч, продать call опцион 73 тысячи с экспирацией 26 июня. Эта дата перекрывает и ФРС, и подписание сделки 19 июня. То есть инструмент отлично подходит под нашу идею. Сыграть движение к верхней зоне, но не брать на себя неограниченный риск. И более подробно, как работать с опционами, мы рассказываем в Coin22 Option. И в итоге ключевая идея такая. Я уже не считаю зону 69-70 тысяч хорошим местом для агрессивного шорта. После новостей по сделке рынок получит хороший импульс. И теперь более логичный сценарий. Сначала движение к уровню 74-75 тысяч, а уже только потом поиск разворота. Это не меняет среднесрочный медвежий тезис. Наоборот, это делает его точнее. То есть не шортить середину отката, а дождаться сильного сопротивления. В принципе, это ключевая идея, как можно отработать текущее движение рынка в рамках ближайшей 1-2 недель. Конечно, есть и другие активы, такие как нефть, акции SpaceX и другие инструменты. О них я уже подробнее буду писать у себя в Telegram. Так что если еще не подписаны, подписывайтесь, поддержите видео лайком, в комментариях напишите свое мнение по рынку и свои торговые идеи, и увидимся в следующем ролике. Вам, друзья, желаю удачи, до скорых встреч!